Здравствуйте, уважаемые любители настольного тенниса. Ко мне в руки попало для теста основание доктор Нибауэр под таким названием «Джекпот». Ну, само по себе название довольно любопытно. То ли джекпот вы выиграли соревнования, сорвали джекпот, какой-то коммерческий турнир, то ли само это основание даст джекпот в вашей игре, и вы будете играть сильнее. Вот. Нибауэр всегда отличается своими разработками очень такими точечными, и поэтому мне было любопытно, вот для каких зон, для чего все-таки было разработано это основание. Что необычного? Необычного то, что он в этом основании, несмотря на такое легкое и кажется белым, и снова там видно какая-то мягкая бальза. Нет, нету здесь бальзы. Вот. Сейчас я попробую, поиграю традиционно вараном. Ну, что сказать. Конечно же, высокий очень контроль. Я бы его отнес где-то к классу оф-минус. Вот. Оф-минус, но при выполнении удара, вот как бы этот слой, он позволяет мяч ускорить, ну, немножечко. Я не скажу, что она там с катапультой, конечно же, нет. Вот. Ну, скажем так, когда я бью сильно, мяч летит довольно плотный. Такое ощущение, что когда бью, кажется, основание класса оф. А в блоках, наоборот, очень контрольно. Вот. Понравилось начало по подрезке. Начало по подрезке тоже идет довольно вращательно, и потом можно смело бить. Это буквально я играл, ну сколько там, первый-второй раз основанием, и очень хорошая стабильность. То есть очень мощно и сильно бил на высоких скоростях, причем и слева, и справа. Вот. Почему? Хоть раз за стол вынуть мяч по своему. Хорош, вопрос. Все столы сместите. Денис, сместите.
один, так отнеси. Отнеси. Куда поставишь? Закажи. Нет, просто. Сам дивився. Ого. Сейчас, уважаемые любители настольного тенниса, мы попробуем поиграть на основании джекпот, поиграть гладкими накладками. То есть я поставил такие тензоры, как играет Эдуард Тунцов, именно он будет пробовать гладкими, я ему только его подставляю. Ну и потом мы попробуем выяснить, сравнить это основание джекпота доктора Нибауэра с основаниями, ну, у Эдуарда основание Butterfly в районе там
из дорогих, скажем так. Мы попробуем сравнить это основание с его. Пробуем. Ну, сейчас я спрошу у Эдуарда, он пробовал играть этим основанием, такими же накладками, которые он там играет, обычные там тензоры. Какие вообще первые впечатления? Вот ты вот взял, сыграл, что как бы ты оценил? Ну, для первого раза вообще замечательное основание, честно. Это не ради рекламы, а действительно я как бы даже удивлен. Даже не знаю, сколько оно стоит. Не знаю, честное слово. Ну, как бы очень контрольное и достаточно быстрое основание. Для игры на столе и вот в первой зоне просто свободненько. Все на стол. Накаты вообще все на столе. Все, буквально, не ошибаюсь. Это даже учесть, что вот накладка, ну вот это, ну я играл, и, конечно, как аксиома. Ну, мне очень нравится. Очень. Тебе часто было, ты играешь сначала со мной, я просто его поставлял, а потом я попросил своего ученика, он обращал на тебя, ты по контратаковал, блоковал. Я часто слышу слово «управляю». Ты говоришь, вот я вот управляю. Действительно. Вот она действительно так вот прямо управляешь, ты куда хочешь, туда и направляешь. Да, действительно, вот она как бы вот, ну не отскакивает от нее, как вот от карбоновых оснований, как правило, ну жесткий отскок такой. То здесь вот такого жесткости такой нет. Вот она вполне вот управляемая, в плане, вот ты спокойно направляешь. Ну тут важно, конечно, не зажимать сильно руку, чтобы она была все-таки... Скорость основная. Вот я оценил его как офф такой, контрольный офф. Вот я, когда я играл шипами на нем... Я тоже не думаю, что это офф-минус. Вот она вполне нападающая, вполне. Контрольная, ну офф, я думаю, офф. Не больше, не меньше. Ни минус, ни плюс. Где-то Хорошо, я знаю, ты вот играешь основанием этим T-Model Spirit баттерфляевским. Ну, как его сравнить? Ну они, даже как, ну там, наверное, мощи все может быть побольше. То есть и то off, но вот Spirit Да. помощнее. То есть, Ну, чуть мощнее, но в плане, Немножко. ну, меньше контроля, в плане, что может вот, чаще мячик, вот, если где-то чуть паузы нет, мяч вылетает. То это как-то немножко, мне кажется, прощает вот такие вот. я тоже, да, я вот тоже обратил шипами, что если я выхожу на удар, например, там, когда я играл с правоворотом, то мяч четко попадает. Попадает, да, и как бы полет мяча, вот он ближе вот сюда, ну, не в самую белую линию летит, да, на Ну, красную. то есть есть запас. Есть запас, да, даже ты вращаешь, то вот именно ты контрольно попадаешь именно вот в эту, то есть мяч не вылетает очень далеко. То есть, вот, ну вот управляемость, как бы, можно чуть дальше ведешь, как-то вот в плане вот этого, да. Но это возможно потому, что карбона здесь нет. Ну, то есть в целом его можно рекомендовать всем любителям, которые Да, играют на мне бикини, кажется, контратаки, то есть гладкими накладками может где-то поддержать, усилить, перевести, Да. все это реально этим основным. Да, я скажу, я как бы даже вот удивлен, что Ньюбауэр делает такие основания именно для нападающих, как бы я, честно говоря, обычно там бальза вот такой толщины, и как бы такие лопаты, это вполне удобная ракетка. И ручка, на удивление, удобная. Вроде все просто. Ну это ладно. Главное, что ты на стол попадаешь. Вот я взял ее первый раз. Реально, первый раз. Вот, буквально. Даже и перед этим я не играл ей. И как бы попадаю ей я не меньше, даже, может даже больше, чем свои. Честное слово. Как бы это даже не ради рекламы, а я как бы... Ну что, ну вот так мы попробовали, потестировали это основание, гладкие накладки. Вот. Ну, как я и ожидал, вот, получилось довольно контрольно. Никуда мяч не шпулялся, не вылетал, вот, не было желания отойти. То есть порой, когда играешь, допустим, некоторыми основаниями, бьешь за стол, тогда отходишь на шаг и начинаешь попадать. А вот здесь нет, здесь остаешься у стола. Традиционно Ньюбауэр старается минимизировать перемещение игрока своим инвентарем. Вот. Может это, не знаю, с чем это связано, но именно здесь, именно это основание
позволяет именно со стола, по восходящему мячу, и наносить контрудары, переводы, оставлять коротко. Вот. Поэтому ну, подведем такие итоги. Основание подойдет действительно для всех видов шипов, потому что очень контрольно, очень управляемое, можно и коротко оставить и надавить. Вот. Но и я скажу, что подойдет и для гладких, потому что тут же Варан ну, как бы играл, ну, несмотря что это короткие шипы, основание давало вращение, ну не такое сильное, как некоторые другие, но давало. Соответственно, я уверен, что и гладкие накладки, учитывая, что высочайший контроль этого основания, ну, то есть, кажется, ну, прощает, кажется, все, ну не надо, нужно просто вот бей, направляй, и все попадаешь. Ну, конечно, где-то надо и тренироваться, и выходить на мяч, не может основание там само играть, но позволяет скрасить определенные ошибки, если не вышел ногами. Вот, то есть можно вполне играть и гладкими накладками. Довольно любопытное изобретение, и, возможно, для кого-то из вас, если выберете это основание, будет настоящим джекпотом. То есть выиграете джекпот теннисный.